Чё, ребят, какой-то капец настоящий. Надо ползком, ползком, а по-другому никак. Ты ползком лез, да? Ну да, на коленках. Жесть. Не, это оказалось намного легче, чем я думал на коленках. Ползать это вам не Полиана. Саша, молодец. это то место, куда все электрики после смерти попадают. Тот, кто плохо провода скручивал, плохо изолировал. Нет, посмотри. Гадость бы еще убрать бы. А не уберешь ты ее никак. Ну так даже. Никак. Давай. Да мы по ней не... Ой, горячее еще все. Что-то как-то не так лез. Вот так, так. Чуть туда лез, казалось, выше. Все, освоился. Да, уже нормально. Тут всё. на самом деле, если приловчиться, то очень легко и Надо быстро. хорошую одежду. Такую, что не жалко вымазать, Ну перчаточки. да, как я. И ты можешь как рыбка. Как бы, Ну, все-таки хорошо, когда потолок высокий. Как-то чувствуешь себя человеком. Ну, конечно. А не то, что там идешь такой, ну, кап. Ну, тебе дается. Что, Полечка? Классно. Вот я шла, думала, что я тут делаю вообще, в чем прикол. А я вам скажу, в том, что меня сверху теперь меньше мало что удивляет. Я после такого, как бы, ну, готова, в принципе, ко всему в разные спецподразделения. Потому что уже ничего не страшно после такого. ты грязный. Да ладно! Слушай, теперь реально мне в Убере поставят 0 баллов. Ну я купил влажную салфетку. Да, надо замаскировать за собой выход. Прикол. Я думал, можно так оставить для следующих диггеров. Не, это типа как знак вежливости. Потому что просто монтеры могут увидеть, что оно разворочено, и заварить его вообще полностью железом. Наглухо, да? Это как бы в наших интересах. Вот это работа. Все, друзья, проход закрыт, и ни одна спецслужба не догадается. А наши телезрители, мы просто попросим вас никому не говорить, и это останется секрет чисто между нами. Много снега после метели, мусора забирают прямо с постели. Последнее время много бодяжил, собирал деньги поехать на пляж, купить девятку, под нее гараж. Видно, не получится, кто-то из пацанов случился и сдал. Заставляли жрать клак, мочиться под себя, такая на нюх. Вспоминал родные края, как шуршала листва. Ну что, ребят, вот и настал момент. Сейчас мы в этом кабель-коллекторе будем улавливать те самые блуждающие токи. Но прежде чем провести эксперимент, нам надо убедиться, что действительно есть магнитное поле нужной напряженности. Мало кто знает, но электричество может человек почувствовать, даже без тестера, без приборов, без ничего. Чтобы почувствовать электричество, нам понадобится обычный неодиновый магнит. Вот такой вот. Неодиновый называется? Да, неодиновый. Неодимовый. Неодимовый. Хорошо, что поправил, а то зрители Я начнут не знаю, как критиковать. правильно. Ну, если что, поправьте в комментарии, потому что интернета у нас пока с собой нет, проверять мы не будем. Но, в общем, понадобится обычный неодимовый магнит. Все, что нужно, взять его вот так в пальцы, так вот, в самую чувствительную область, и поднести к проводу. Если напряженность поля будет достаточно, то это будет чувствоваться даже на расстоянии. Ну, давай, Сейчас я вначале сам попробую, а потом дам попробовать кому-то. Так, пошел на стул. И если мы чувствуем электричество, то оно значит там есть. Где Подина? Поль. Я хочу, чтобы она попробовала и почувствовала это на свои Есть? ощущения. Рассказала, как вообще человек чувствует электричество. Просто тот человек, который ни разу не пробовал, он Поль, подойди, лучше пожалуйста. всего объяснит. В общем, твоя задача сейчас почувствовать электричество. Просто подноси этот магнитик и держи его в руках. И скажи свои ощущения. Вот любой кабель выбирай. Здесь, да. Что ты чувствуешь? Ну, чувствую вибрацию, и он хочет примагнититься или нет? Нет, ну, А не вы будет работаете? магнититься. Вот это тоже чувствую. Ты чувствуешь прям энергия в нем? Да, Ну, в общем, вот это нам подходит. можно напитаться приятными вибрациями. Приятные, позитивными. да, такие? Нормально, приятные позитивные вибрации. Есть, ну что, подходит тут, да? Давай еще залезу вот этот попробую. Вот этот тоже с электричеством. Короче, ребят, без всяких приборов хитрых, просто обычным магнитом можно узнать, есть там электричество или нет. Вот в этом есть. Вибрирует как дурной. В этом нету.
Смотрит в голубой экран, Гиперборея шлепает по губам. Мы все дети Сиона, влажные девушки в салонах курят дорогие папиросы. Дети Гипербореи нюхают навоз. Так, мы прошли немного по системе, нашли вроде бы подходящий провод. Шо, Полин, давай попробуем. Проверяю. Уже вот здесь чувствую. Ого, в натуре. Вот прям вот между ними. А позитивные вибрации? Позитивные тоже. Хорошие, добрые. Добрые вибрации. Смотри, мы у выхода, кстати. А пока мы делаем наш эксперимент, я включилась напомнить вам, что у меня есть тоже YouTube канал, который называется Полин Влогин. Сейчас я активно снимаю видео, поэтому заходите, зацените и обязательно подписывайтесь. Ссылка на мой канал будет в описании, а мы полетели дальше делать наш подземный эксперимент. Короче, провод мы нашли. Следующее, нам надо захватить магнитное поле. И сейчас я покажу, как мы это сделаем. Идем сюда. Ноутбуком будем проверять. Да, и ноутбук зарядим, все нормально будет. Проверить, чтобы все данные точно сходились уже по современным технологиям электроники. Короче, что нам надо сделать? Нам надо захватить теперь это магнитное поле. И захватить его можно кучами способов. Самый простой, на мой взгляд, это просто я взял трансформатор из старого телевизора. Вот он, этот трансформатор. Вернее, это с него железка. Вот здесь были обмотки, когда-то давно, их уже давно сдали на медь. А вот эту железку обычно выкидывают. Вот с помощью этой железки мы сейчас попробуем захватить магнитное поле. Опа. Скажи, это безопасно? Да, это безопасно. А вот тот, не? Надеюсь. Вот этот, он такой классный. Не, ничего нет, а этот. Пустые, да? Тоже ничего. Пустые, прикиньте, ребят, столько кабелей, они без напряжения. Ну как так? Прикинь. Как мы и говорили, не больше смотри, половины какие-то. здесь Смотри, кабелей мертвые. Посвети. Ты видишь, он уже разрушился. АБЛ ему. Фу, кошмар. Кариес. У Вот кабелей они кариес. сгнили, висят чисто для вида. Ладно, погнали. Давай пробовать. Автокад. Компик улетел. Вот, короче, оно было вот так вот собрано. Вот здесь была одна обмотка, здесь вторая. Ну, в старых телеках, короче, такие трансформаторы стоят. Ага. И вот эта штука, это обычно железо. Думаете, это магнит? Нет, это не магнит, это железо, и все. Да. Что, давайте попробуем теперь захватить магнитное поле. Короче, мы одеваем вот так эту штуку. Казалось бы, ничего не происходит. Да. Теперь мы замыкаем магнитное поле, которое создается вокруг провода. Смотри. Все готовы? Это может быть опасно. Все готовы, да? Да. Есть! Есть? Энергия идет, я уже почувствовал. А что это было? Магнитное поле. Короче, вокруг провода создаются вихревые потери всякие, там токи, там энергия разлетается, и мы эти потери собираем. С помощью этого железа захватываем магнитное поле. И оно течет через железо, и поэтому вот эти две железячки, они с частотой сети быстро примагничиваются и отталкиваются так туда-сюда. Поэтому создается такой странный звук. Это вибрация? Жесть, это просто вибрация, да. Это еще не Работает. электричество. Но чтобы получить электричество 220 вольт, нам надо сюда намотать катушку. О. И сейчас мы это сделаем. B, it's M to the B, it's M, 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 M to the B. Да, я нашел, короче, с того же телека, выколупал такую вот петлю размагничивания. Ну, короче, там вокруг кинескопа, в любом кинескопном телевизоре намотана вот эта ерунда. Это с советского телека, а вот эта вот штукенция, блин, запуталась. Это с импортного телека, короче, с Samsung я смотал. Вот так оно на кинескопе было одето. Я его смотал, ну, мне кажется, что с импортного будет слабенькая энергия, с советских идет помощнее. Теперь задача намотать это максимально плотно, как можно больше витков засунуть сюда. То есть вставляем Это вот медь. так вот. Да, тут внутри медь, тут просто медная катушка, обмотка. Ну, можно вот потом размотать. Или сейчас можно. Скажи, это законно такие действия? Конечно, законно. Мы просто собираем потери. Мы ничего не воруем, ребят. Не думайте, что мы там как-то бесконтактно снимаем энергию с продов. Нет, нет, нет. Мы просто собираем потери, которых здесь просто море. Вот тут куча полей этих магнитных вот так вот летают. И только лишь разогревают воздух. Ой, разогревают кабеля. Поэтому и не нагреваются от этих магнитных потерь. Скажи, а вред какой-то мы можем кабелям принести? Но если мы кабель не расколупаем, то вреда никакого не будет. Чтобы не писали, что тут пожары, что Да, да, туда-сюда. да. Главное, кабель никак не повреждать. То, что мы на него вот эту штуку повесим, блин, оно никак не влияет, потому что вот железо куча возле кабеля. Вот это же железо точно так же забирает на себя магнитное поле, как и вот это. Разницы никакой нет. А работе кабеля это не вредит там дальше по ходу кабеля? Телевизор ни у кого не мигает? Блин, да это же силовые кабеля, они на телевизор не влияют. Скажи, магнитное поле вредно для человека вообще или нет? Вот это вот? Ну, ученые спорят. Кто-то считает вредно, кто-то считает нет. В общем, короче, пока нет единого мнения. Если только мнение, если оно очень прям сильно, тогда может навредить. Как от каких-то радаров военных, наверное. Да, да, там вообще если мощнейшее. Ну что, погнали. Самая главная задача, как можно плотнее его намотать. Чем больше намотаем, тем больше напряжения снимем. Погнали. Давай я покручу. Ты спец по накручиванию?
Короче, смотри, надо, чтобы они желательно не пересекались. Ладно, мотай лучше напихать их ты, туда ты- дофига. Ты умеешь. Чем больше, тем лучше. Скажи, Саша, откуда у тебя познания такие? У тебя тематическое образование есть? Да нет никакого образования, просто в интернете читал. Хорошо, в журналах радио. Радио. Да, журналы радио были такие, если кому интересно. У них очень классно все это объяснял. Так, ну что, надо как-то вот это уже почти намотано, но хочу еще один виток туда затрамбовать. Интересно, получится чи нет? Есть. Ну, вроде как получилось. Сейчас вот это запихаю, так что надежно было. Короче, у нас получилась вот такая вот она эта штука, вы видите. И сюда вот этой жести меди как можно больше напихал. Может, я преступник что-то как-то. Да не надо, она не мешает. И у нас получается вот тут два проводочка было. Они втыкались там куда-то в схему телевизора. Я просто к ним примотал вот такую вот переноску. Опа! Куда мы будем включать потребители. Но, чтобы не было темно, на второй провод я примотал вот такой вот патрончик под лампочку. Опа. Ну что, погнали? Погнали. Так, ну что, давай что-то воткнем сразу. А, тестер. Давай померяем, сколько будет. А то вдруг лампочка сгорит, вдруг больше, чем 220. Вот у нас есть такой тестер. Мы включили его на напряжение, чтобы мерить сети. Давай померяем. Да, держи тестер. А вот этот магнитик поднесу. И у нас будет здесь уже наводиться энергия. Сейчас никого не луснет. Ну, не должно. Давай, Саш. Пробуем. Ну что, Давай. все готовы? Да. Ну? Есть. 220 и нету 220. 123, 124, 122. Ну, кабель слишком слабенький. 124 вольта. Но этого, по идее, должно нам хватить, чтобы зарядить Всё, телефон и на выключай. все остальное. Давай попробуем что-то зарядить. То есть это его максимальный номинал, больше мы... Можно больше, просто кабель слабенький. Но этого нам хватит, с этим будем работать? Сейчас попробуем. А, давай. Давай что-нибудь зарядим. Лампочку за начало. Ну-ка, давай достану. Она, правда, на 220, но еще. Ну, лампа, не подкачай. Как правильно? Сначала вкручивать, потом включать. Или сначала Да, включать? крути сначала, пускай, чтобы уже была нагрузка. Вообще это не играет значения. Ну что, Сейчас, подожди, я пробуем? подвешу. Чтоб не долбануло? Всякий случай. Всякий случай. Ну, свободная энергия. Поехали. Покажи, на что ты способна. Опа! Йо! Она еще разгорается. Ничего себе! Короче, вот эту штуку желательно замотать изолентой, потому что чем плотнее эта штука будет, Капец! тем больше Свет энергии горит! снимем. То есть мы взяли электричество и свет, по сути, просто с воздуха. Воздух. Да, это все потеря, оно просто разогревает здесь вот эти вот держатели, все, оно теряется. Скажи, а вот на этот белый кабель, сколько можно таких лампочек повесить? Ну, сколько таких штук зацепишь, только повесишь. Интересно, она меняется энергия, если подвигать? Не, видите, оно равномерно по всему. То есть и кабелю. 100, и 200 лампочек мы запитаем? Да, можно. Но просто если сильно много их вешать, то может быть уже не хватать энергии, они может не так ярко будут гореть. Ну, смотрите, вообще класс, все горит, все четко как. Скажи, этот метод используют электрики государства? Очень редко, потому что для них это ну, слишком маленькая энергия. Тут мегаватты передаются по этим проводам, киловатты, мегаватты. А что вот эти 5 ватт, которые мы тут удалось нам сохранить? Ну, лампочка реально загорелась. Подожди, вот смотри, я потушу свой большой фонарь. Смотрите, друзья, я полностью выключил свой фонарь. И полноценная лампочка, абсолютно полноценно освещает помещение. Что, давай зарядку воткнем. Сейчас я заряжу. Одновременно с лампочкой. Выдержит такую нагрузку или нет? Ну, ударить током тут никак не может. Удари током нет. Но если вот сюда не влезть, тут где 220 формируется. Но в нашем случае только 130 вольт. Немножко не дотягивают. Ну, как видите, 130 вольт лампочки вполне хватает. Все, начинаем телефон Хотя давай, да, заряжать. попробуем телефон вначале. Ну что, бери. О, гля, как четко стало. Втыкай. Вроде ярче, А ну-ка. ярче стало Лампочка светить. моргнула чуть-чуть. Да, ярко, А ну. просто я плотно прижал. Опа. О, видно прям тут скрипит. Опа, зарядочка. смотри, Энергию отжирает. пошла зарядочка. Короче, работает. Смотри, бежит зарядочка. Видно, что тут, конечно, немного можно снять, но зарядить телефон с головой хватает. Так, Именно лампочка и лампочки. телефон есть. Что у нас еще есть? Чай, Да, можем смотрите. вскипятить? С лезвиями? Да. Что, можно похимичить? Давай сделаем. Ну это нормально, нормально. Тут же ж не супер мегаватты мы снимаем, ребят. Но это все-таки потери. А потери не такие уж и большие. Чтобы были потери минимальные, производители этих кабелей делают экран внутри. То есть они их экранируют. Если бы не было экрана, тут вообще бы такие поля были бы огромные, просто капец. Но тем не менее, все равно даже через экран сейчас энергия вырывается, и мы ее можем собирать. Ну что, ребят, мы решили оборудовать немножечко вместимую, чтобы здесь было комфортно. Сус притащил доску. Сейчас мы сделаем лавочку, сделаем столик, и будет вообще круто. Что-то он высокий, чино. Нормально. Это столик, это не лавочка. Все, так. О, класс, у нас чайничек есть, у нас есть лезвие. Будем сейчас делать зэковский кипятильник. Знаете, как в тюрьмах делают кипятильник? Просто из лезвия провода. Первый раз такое слышу. Очень древняя технология. Так, у нас есть обычный кипятильник, давай его попробуем сейчас. О, давай его, может быть, с ним все получится. Вилка, вилка есть и провод есть. Да ты чё?
Так это же можно тут запитаться и в квартирку кинуть себе проводок. В принципе, ничего не мешает. И не обязательно здесь. Вообще везде, где проходят кабеля силовые, с любого силового кабеля можно снять. Только заранее магнитиком надо попробовать, чтобы хорошо магнитилось. А что это такое? Что там? Бабушкина дикогон. Ядреный такой. Маски? Ну, Да я перелил. А что это вообще? А дикогон тройной, Саша, называется. Что-то я такого ни разу не слышал. Запах такой странный. 12 гривен в красной цене стоит. Ну что, ребят, мы нашли такой провод. Вилка с одной стороны, с другой стороны два контакта. Приматываем к этим двум контактам два лезвия. Осторожно, чтобы не пораниться. Один сюда, а другой туда. Ой, они еще чем-то смазаны. Ну, ребят, как вы думаете, заработает эта штука? Думаю, да. От такого малого источника энергии. Но оно вроде очень экономично. Может, вначале вот так попробуем вообще, как они? Это что получается, плюс и минус? Да, между ними, короче, электричество проходит через воду, и вода является полупроводником, она начинает нагреваться. То есть нет нагревательного элемента, сама вода является нагревательным элементом. Что, давайте попробуем просто так, главное, чтобы не долбануло А током. воду это не портит никак? Ну, чуть-чуть совсем, мы не почувствуем. А что на Че, осторожно, я включаю эту штуку, чтобы никого не А долбануло. ну давай. Так, и выпускаем. Так. Видите, свет тусклее. Да, начинает да, гореть. ты- Сжирает, но не тухнет. Окунаешь, что склеит. Ну, реакции нет особо. Но... слышь. А какая должна быть реакция? А должны типа пузырьки. Ну, может, как? надо время, знаешь. Конечно, надо время, ты что? Ничего не окисляется, ребят, все нормально. Я боюсь, что они могут соприкасаться. А ну, может, это, на искру попробовать. А, коротить сразу, видишь? Слышишь? О, они прям слипаются. Слипается, вот да. видишь, Да, искрит немножко. Ну, нормально, это же вам не супер-пупер тут энергия, это все-таки блуждающие токи. Но дело вроде пошло. Главное не трогать его, может током долбануть, он алюминиевый. Да, в воду. А, даже если в воду палец окунуть. Ну, Вообще там в не, пластмассовой лучше не чашке трогать. надо делать, или в керамической вообще-то, типа, ну, в каменной. Ну так может бахнуть. Что-то оно вообще такое чувство, что ничего нет. Не, надо ждать, даже если обычно. Давай подождем, пока заснимем этот ролик с... чем мы хотели там? С фольгой. Да, с фольгой. И оно как... Ну что, ребят, мы решили переставить пластиковый стаканчик в целях безопасности, потому что оно касалось корпуса и могло кого-то ударить током. Включай, Сус. Пойдут пузырьки, чи не пойдут. Ну что, энергия пошла. Пузырьки, как мы видим, идут очень вяло. Они образовываются на лезвиях. Но, видимо, все-таки здесь не 500 ватт. И поэтому нужно подождать, пока водичка разогреется. Сейчас будет опасный эксперимент с суперсусом. Настолько опасный, что мне пришлось одеть перчатки. А что ты одеваешь, и меня не убьет? Нормально все, работают профессионалы. Мы сейчас попробуем сделать автообогрев. То есть запустить от этого аккумулятора, чтобы вот эта фольга начала нагреваться. Давайте попробуем вначале в маленьких масштабах. Блин, как-то стрёмно все это дело. А что ты боишься? Ну а вдруг оно сильно будет греться, больше, чем я ожидаю. Значит, ничего не происходит. Может, я чуть не так делаю? О, было. О. Видел? Да. Так. Ого, горит. Ты чувствуешь? Фу, вонь какая-то пошла. Фрак, А это ну херово. попробуй, греется вот эта рука. А, Она воняет сильно горелым должна. уже. Да, греется. Сильно? Ну так, чуть-чуть. Прикинь, вот она сейчас через весь костюм идет и по идее все прогревает. Греет, вот так греет. от пуза. Реально. А, ты понял, что мы хотели? Костюмчик греем. Она конкретно греется? Ну нет, чуть-чуть совсем. Ого! Вы видите, оно прям жжет. Тут наросел. Разрядили, да? Ток проходит через фольгу. Да, проходит электрический ток через фольгу. И что мы получаем? Она просто нагревается, выделяется тепло. Самый примитивный метод сделать обогрев. Просто пустить через вот этот весь костюм электричество от нескольких таких аккумуляторов, и все, будет тепло. А сколько Просто- надо аккумуляторов подсоединить, чтобы полностью... Чтобы аж жарко стало. Да. Ну, я думаю, штучки 4 хватит таких. Это то, что Да, я думал. параллельно. Помнишь, я тебе перед серией говорил, что хочу электроодеяло сделать. Вот тебе электроодеяло. Да, Ты не надо сейчас никаких обматываешься нагревателей. фольгой, берешь, подсоединяешь аккумуляторы. Не надо никакого шнура для теплого пола. Сама фольга, по сути, является нагревателем в этом случае. Ага. Что у нас тут с... Что там, пузырьки нашим- идут? Короче, Ну смотри, они вон от середины вот там чуть-чуть что-то пузырится. Но мне кажется, это маловато. О, она чуть-чуть теплее стала. Теплее стало? Ну еле-еле. Да не, ерунда какая-то, короче, Не, ребят. короче, не получится. Не хватает энергии, чтобы нагреть воду. И мне кажется, она будет полдня греться. Саша, а ну, что не получилось? Короче, блуждающих токов слишком мало. Потери хоть они есть, но они не настолько большие, чтобы можно было воду прям нагреть в стакане. Ну, конечно, если бы мы нашли кабели вот эти красные на 10 киловольт, которые были там, в том Ага. подземелье, то, может быть, бы с них и хватило энергии. Но этот кабель не такой жирный, но, тем не менее, хватает нам зарядить телефон, засветить лампочку. Ну, ребята, в любом случае, как бы мы смогли зарядить мобилку. И самое главное, что нам под землей надо? Свет! Свет!
А свет это психологический источник тепла, как бы там ни было. Уже комфортнее стало здесь. Тут никогда лампочки не горели, а мы включили. Друзья, я забыл самое главное, ведь не свет самое главное, а фонарик. Фонарик зарядить под землей. Вот что самое главное. А фонарик у меня портативной зарядочкой припаянной. Итак, берем. О, загудело. Не, нормально идет, смотри. Не, показать просто, что видишь, заряжается все, фонарик можно заряжать. Так он, смотри, одновременно с лампочкой даже заряжается. Не, надо просто показать, что диодик горит. То есть хватает и на фонарик, и на лампочку одновременно. Да, этом светодиоды плане- делают силу. Ребят, у нас есть супер космическое одеяло для выживания из фольги с тонким нанесением золота. Правда, поддельного, но ничего. Изофолика называется. Из-за фолика, да? Смотрите, как оно выглядит. Прям как космические солнечные панели. Вау, ля. Это в туризме используется для спасения, если человека находят обмерзшего. МЧС используют. Да, то есть, чтобы человек не умер, уже его обматывают в такую фольгу. Ты будешь Смотри. очень сильно потеть. Как раз по тебе. Как курицу гриль в кулек заложить, так и меня можно завернуть. Ё-моё. Да, оно, кстати, очень компактное, но его туда Но запихнуть. ты его уже второй раз не свернешь. Ты его открыл. Давайте это всё, попробуем один раз. прочность. Вот краешек возьмем. Ну оно рвется очень хорошо. Так, как же оно разворачивается? Оно противно шарушит, когда спишь в нем. Я спал несколько раз. И не потеешь в нем, оно Ты слабо очень становится. сильно потеешь, как скотина в нем. Но, блин, это когда безвыходная ситуация, у тебя нет выбора. Оно с двух сторон желтое. Нет. Это брешут, что оно золотом покрыто нанослоем? Или это Да, просто 30 гривен краска? стоит, ну какое золото? 30 гривен. Значит, обманули. Мне кажется, просто покрасили в желтый цвет. Она вот такая, наверное, была. Ой, какая приятная. Офигеть! Ребят, ощущения такие интересные. Она такая мягенькая вообще. Так, друзья, вы на канале Суперсус, и мы под Хрещатиком с Криосаном делаем безумный эксперимент. Это люди ходят на Хрещатике, а мы тут эксперимент устроили электрический под землей. Вот это да, представляете? Сейчас я покажу, как сделать классическую шапочку из фольги от электромагнитного излучения. Проба. Вот, антенка. Вот только по такой схеме она будет максимально ровно уводить от суперсуса электромагнитные волны. Они все Негативные туда и хейтерские улетят. энергии. А какая функция этого рога? Ну, типа, уфологи считают, что именно через этот рог уходит вся негативная электромагнитная энергия. А молния может туда ударить? Ну, может, если будешь бегать во время грозы. Ну что, тепло тебе? Да. О, это что такое? Чего он так пузырит, я не понимаю. Там как какой-то... воздух нагревается, ребята, и вот сюда он весь Да то выходит. Сус газует под костюмом. Суспердун. Каникулы прошли, я сижу на Беломоре, катался на санках, отрезал бабе ноги, это нравится многим. Особенно толерантным, выходишь сульфазин в мышцу, православный посыл, не кури, не бухай. Ну что, ребят, эксперимент прошел на ура, работает все отлично. По сути, можно заряжать телефоны, светить лампочки, заряжать фонарики. Практически все маломощные приборы можно питать, даже ноутбук. Да, самое главное, ничего дорогого нету, просто запчасти от старого телевизора. И все, этого достаточно, чтобы собрать магнитную энергию и превратить ее в 220. Самое главное, что не надо кабель резать. Вот что самое главное. Будет чуть мощнее кабель, может можно что еще и другое зрить. Газонокосилку допустить. О, нормально было бы газонокосилку запустить. А так, ну что, вот я греюсь, кайфую, тут лучше всех. Как курица гриль в этом кульке. Ну что, друзья, с вами был Криосан, Суперсус, Димон. Вся наша банда. Спасибо вам большое, что смотрите нас. Подписывайтесь на наш канал, а также напишите в комментариях, чего вы бы еще хотели бы увидеть в нашем канале. Кого пригласить, что сделать, куда полезть. Пишите в комментах. Всем добра. Спасибо большое, что вы есть. Мы для вас стараемся. Оп. Ну что, надо спасать суперсус от электромагнитных волн, погнали! Ух ты, блин, ну качественное! Фух, чуть не сгорел. О, все, спасен! Фух, чуть не сгорел. Ну не переживайте, ребята, мы мусор с собой обязательно заберем. Это сейчас мелкую. А де ж замок? Кто открыл? Кто замок открыл? Я не знаю, тут уборщица закривають, відкривають, а я на посту стою. А ви граєте на Та інструментах? глаза ж хоч не, я ж нот не бачу. Тут. А ви граєте на інструменті? Та і граю.
веселые, не веселые. Хобот, сила, фон, могила. Мир всем своим, кого еще не совсем покрутила. Живи осторожно, не будь отмороженным, Вася. Вась, лежать, сидеть, голос. Друзья, как вы видите, собака у нас вредная и разбалованная, и для того, чтобы с ней справляться, мы ездим к профессионалам в собачью школу Дред. Так что следующий наш сюжет будет как раз для тех зрителей, у кого есть собака, либо кто собирается завести питомца. Васик, ты в школу едешь? Васик едет в школу. Васик в школу свою едет. Карантин, а собаки по барабану карантин. Собачья школа работает, несмотря на карантины. Раз, и врата перед нами все открываются. Ну что, друзья, меня зовут Сергей, я владелец школы для собак. Пошлите сейчас покажу вам, как у нас все устроено, и расскажу, чем мы в основном занимаемся и чем сможем помочь тем, кто сейчас нас смотрит. Так, в общем, сейчас мы находимся в зале, где тоже проходят чемпионаты. Все, кто на территории Украины, могут обращаться к нам, и мы сможем помочь как в обучении, так и в гостинице, во всем. То есть, приезжайте, все здесь. Друзья, я хотел сказать, что собака это живое существо в первую очередь, и к ней нужен профессиональный подход, чтобы она не росла как попало. Есть люди, профессионалы, которые этим занимаются, которые в этом понимают толк, получают, как говорится, от этого удовольствие. Обращайтесь к ним, все расскажут, все подскажут, как правильно это делать, чтобы бойцовскую собаку нельзя дома держать, ей нужно пространство, ей нужно бегать, ей нужно двигаться, и это нужно все понимать. Четко, допустим, я в этом вообще ничего не секу. Если я буду заводить собаку, то я буду обращаться за советами и понимать, как с этим работать, как с этим жить. Мы это показываем на примере Вайса, и ты знаешь эту собаку, у нас реально есть изменения, потому что, когда мы начали работать с Вайсиком, собака поменялась, честно, вот реально. Она понимает уже команды, она понимает, что, и говоришь, пускай сейчас не идеальный результат, но за короткое время, если мы учитываем, сколько тренировок там прошло в неделю, да, приблизительно за 20-30 занятий собака меняется полностью. Она понимает, что от нее хотят. То есть наша задача научить понимать собаку, чтобы она понимала владельца, а владелец понимает ее поведение. И начинают тогда выстраивать поведенческую цепочку правильную. Тогда все получается. Послушная собака, владелец, который правильно умеет ставить задачи, все, нет проблем в коммуникации. Мы не только готовим послушных и умных собак, а еще учим защищать и охранять имущество, дом, детей, тех владельцев, которые завели себе собак. Это очень важно. Не просто учим собаку кусаться, а понимать, как это делать правильно и в нужный момент это делать. То есть, если угрожает опасность хозяину собаки или членам семьи, то она обязательно отдаст свою жизнь для того, чтобы их защитить. И мы это учим, чтобы она делала правильно, а не выбегала просто так, кого-то кусала. Не когда собаке вздумается, а когда надо это делать. Да. Сергей, скажи, пожалуйста, топ-3 правила людям, которые хотят выбрать собаку. Как выбрать правильно для себя собаку? Да, значит, очень важное правило, если мы покупаем какую-то породу, она должна быть под какие-то требования. Пример, это когда кто-то хочет, допустим, девушка говорит, купи мне машину красную, ей можно купить и КамАЗ. Ну зачем ей КамАЗ? Образно. То есть мы должны брать машину под наши требования. Если нам просто кататься где-то очень быстро, значит, это маленькая, быстрая машина должна быть. Также с собакой. Пример. Если мы берем добермана в квартиру, а ему нужно очень много бегать, значит, квартиру разнесут. И такой еще... Не удивляйтесь. Да. И такой вопрос, когда говорят, я хочу завести алабая, и я задаю вопрос, а сколько у вас овец? Правильный вопрос. Это же собака, которая пасет пастбище и охраняет от волка. То есть, если человек живет в Одессе и берет себе лайку, хаски, берем хаски, если правильно, то есть она берет хаски. Эта собака в упряжке бегает зимой, то есть она живет зимой на улице, ночует в снегу. Вопрос, зачем она в Одессе на песке и на море? То есть, если каждую собаку мы для чего-то берем. Для души декоративную. Если мы берем собаку, она нам просто нравится, значит, вы должны понять, в любом случае вам придется уделить ей столько времени, сколько вы еще не знаете. А его придется уделить, потому что каждое животное, оно требует на себя время. Уборка, выгул, кормление, лечение и обучение. Это основные правила, да. Ну что, давай покажем пару фокусов, какой Васик становится шелковый в руках профессионала. Давай, сейчас мы сделаем Вайс. Вайс, привет! Привет, поводочек сейчас. Ого, такая вкусняшечка есть. Значит, смотрите, очень важно
Давай. Это была сейчас команда лежать и команда крутись. Но я ничего не говорил. Я даже не сказал команду лежать. Собака выполняет сейчас. Сидеть. Молодец, браво. Лежать. Хорошо. Если нам нужно поднять драйв собачки, мы можем поработать с игрушками. Я даже не знаю, что ему будет интересней. Вот так. И ты будешь на задних лапках ходить? Будешь, Вась? Будешь? Да. Все. Молодец, хорошо. Да. Молодец, хорошо, браво. То есть я не просто забираю сейчас у собаки, я когда говорю дай, да. И я сразу же отдаю, показываю, мы будем играться, я не буду отдавать, не переживай, я у тебя не заберу. Скажем так, Вайс на этапе обучения у нас, но все равно он ведет себя по-другому, не так, как он приехал первый раз. Молодец. Я начала заниматься с Вайсиком, со своей собакой, когда ему было уже 5 лет. Мы думали, что уже все нереально вообще ничего сделать, будут потрачены колоссальные суммы денег, что это будет очень сложно. Но буквально с первого занятия мы пришли, тренер достала мясо, Вайс такой, опа, а что тут мясо дают? И уже начал потихонечку включаться в работу. Сначала он слабо реагировал, было непонятно, он боялся, и плюс он был толстый, то есть я его перекармливала. Сразу же первая рекомендация мне была, значит, сколько я кормлю собаку, ага, столько-то, так вы перекармливаете. Сразу же мы ему урезали пайку, он начал худеть, соответственно, на занятиях повысилась его мотивация получить лакомый кусочек, и он начал разбираться. Так, что мне нужно сделать, чтобы получить этот кусочек? Короче, вон он как. он стал очень активный за это время, он похудел, поднакачался. Раньше не отзывался на свое имя, на улице только на коротком поводке, потому что любая собака его отвлекала, он бежал к любой собаке. Дома своего места он не знал. На диваны прыгаем, на кухню, на столешницу прыгаем, в кровать лезем. То есть собака максимально непослушная и Собака разбалованная. максимально просто села мне на шею, на голову, и реально для меня было спасением, что я нашла школу Дред, буквально мы проезжали и на заборе увидели плакат. Серьезно? Да, мы погуглили, увидели, что тут есть и отель, и занятия, Блин, и круто. инструктора, и я думаю, боже, это наше спасение, в 5 лет уже надо заниматься уже точно. Что вы кажете, пан Иисус? Вот, хотел спросить, такой момент происходит. Идем мы вдвоем, допустим, с кем-то по какому-то заводу. На него собака не бросается, на меня жестко начинает бросаться. Говорит, собака чувствует, что ты плохой. Не, Как это не плохой, происходит? она не может. Ну, А как так ты происходит? можешь сказать, что ты плохой? Ну, так Не, честно в душе. ну, с точки зрения, типа, не то, что я плохой, а какие мои мотивации в голове. Ну, смотри, давай Как так. это происходит? Я Что сейчас не расскажу. чувствует, а меня Когда чувствует? ты идешь, ты когда видишь собаку, ты чуть-чуть испугался, вот чуть-чуть, когда увидел. Да, адреналин выделяется. У тебя потовыделение начинается, и собака понимает, что-то произошло с твоим телом не то. Сбой какой-то, Да, и она такая, ага, значит, что-то задумал сейчас, Задумал. или, да, то есть вот прям, Или или ей, блин. боится. Запах, адреналин, выброс. И она такая, ага, ты сейчас будешь бежать. А все, кто убегают, жертва. Как только ты включаешься в жертву, Инстинкт, я понял. определенный запах, и она пытается тебя догнать, задавить, вот эти То есть, все ну, с вещи. точки зрения природы, это можно как-то Да. в себе подавить? Ну да, просто это нужно тренировки, Натренироваться. да, определенные тренировки пройти. Интересно. Допустим, поработать в костюме, поработать с собаками, когда это у тебя будет норма, я же тоже когда-то боялся собак, чтобы меня кусали. Сейчас выйдет определенный человек, покажет. Когда тебя часто кусают, ты привыкаешь. Это как в любой другой Ну, понятно. работе, сфере. Только ты привык, тебе уже это просто, легко. Я понял. Ага, Это вот оно как тренированность. работает. То есть даже не бояться собак, это тренированность. Все очень просто. Можно померить. Ого, какой. А ну стой, сидеть, сядь, лежать. То есть послушание должно быть, помните, я говорил, это называется послушание в охране. По команде, как только я скажу, он сейчас побежит туда, можно отойти уже и готовиться к съемке. Чижу. Хорошо. Эй, стой. Эй, сядь, сиди. Эй. Постой, сядь, сиди, стой. Сиди, тихо, сядь. А за задницу. Все, тихо.
Друзья, я Сергей, владелец школы для собак Дред. Рад приветствовать. Если нужно что-то, что касается собак, послушание, охрана, грумер, гостиница, мы находимся в Киевской области. Обращайтесь, поможем. Но если вы за пределами Киевской области, у нас есть услуга трансфер, мы можем выехать в любую точку Украины, а также выезжаем за границу за собачками, привозим в нашу школу. Но если нету такой возможности, вы можете подписаться на наш канал в YouTube «Школа для собак Дред». И там много полезных советов по обучению, содержанию, воспитанию собачек. Все можно научиться, все поможем. А будут вопросы, напишите в комментариях, и мы обязательно вам ответим. Все, приезжайте, ждем всех. Все, пока. Давай, пока. Пустота есть форма, форма есть пустота. Я совсем старый стал, но даже когда стану седой, не забуду